Я чувствую, как быстро стучит ее сердце. Обожаю, когда он хватает меня за шею. Она всегда впивается в меня ногтями. Порой его глаза просто безумны. И все это аргентинское танго. И не только. Добро пожаловать в Буэнос-Айрес. Это «Жизнь других». Жизнь аргентинцев. Ну, то, что они любят танцевать танго и вкусно готовят мясо. Ну и все. Ну что ж, пришло время самим разобраться и узнать о том, как же они живут. Аргентина – это страна иммигрантов. Поэтому, родись я в ее столице, то вполне могла бы носить, скажем, польскую, итальянскую или даже японскую фамилию. Но, возможно, и хорватскую, если бы появилась на свет в семье Нади и Джонатана Томасич. Тогда мы снимали бы скромную однушку в тихом районе города, а за аренду платили бы все больше и больше из-за постоянной инфляции в стране. А если я была бы, например, внучкой Виктории, хозяйки маленького магазинчика в трущобах, то жила бы в настоящем лабиринте из сумбурно построенных комнат под автострадой. Но могла бы, как Рикардо, всю жизнь устраивать вечеринки в своем собственном баре, чтобы каждый вечер танцевать аргентинское танго до самого утра. И будь мне слегка за 70, как ему, то я бы наверняка родилась в государственной клинике. Однако сейчас, конечно же, все иначе. Большая половина жительниц Буэнос-Айреса предпочитает рожать в частных клиниках. И не только потому, что тут условия лучше, но и как минимум при родах будет присутствовать доктор. К сожалению, в государственных больницах не хватает финансирования, а значит, не хватает оборудования, медикаментов и персонала. Поэтому при родах будет присутствовать только акушер, а анестезиолог вообще будет всего один на весь госпиталь. А вот частные клиники аргентинской столицы одни из лучших во всей Южной и Северной Америке. К примеру, это больница под названием «Итальянский госпиталь Буэнос-Айреса» в тройке лучших по качеству обслуживания на оба континента. Каждой роженице здесь индивидуальный подход. Личная палата, постоянный уход и особая диета. Рожают в нашей больнице чаще всего по страховке, но если без нее, то роды обойдутся в 200 тысяч песо. Для жителей Буэнос-Айреса эта сумма, прямо скажем, не маленькая. Ровно в 10 раз больше средней месячной зарплаты школьного учителя. А если еще учесть то, что декретного отпуска государство дает всего 3 месяца с мизерной выплатой $50 в месяц, то местным мамам приходится отдавать своих чад в детсад как можно раньше. На карусели можно кататься с 2 лет самостоятельно, а в детский сад можно пойти с 45-го дня после рождения тоже самостоятельно. Ну как пойти в детский сад самостоятельно? Носить тебя будут. А вот куда тебя отнесут в частный детсад или государственный, это уже зависит от количества мест в последнем. В государственных садиках чаще всего мест не хватает, и своей очереди можно ждать годами. А ведь с 4-летнего возраста посещение детского сада обязательно. Поэтому, хочется или нет, а некоторым родителям придется раскошелиться примерно на 10 тысяч песо в месяц, чтобы дать ребенку дошкольное образование. Конечно, это недешево, но в зависимости от возраста на детей аргентинцы денег не жалеют вообще. Особенно, если ребенок девочка.
В Аргентине существует традиция, когда девочке исполняется 15 лет, то это особенный день рождения, который нужно отмечать с большим размахом. Деньги на него родители чаще всего начинают откладывать еще с момента ее рождения. Я помню свои 15 лет. Мама приготовила много еды. Пригласили домой 10 человек моих одноклассников. Сидели, сропно говорили, танцевали под какое-то диско. Ну и все. И разошлись в 10 часов домой. А здесь, в Буэнос-Айресе, 15 лет – это круче, чем свадьба. Дорогой банкетный зал, изысканные закуски, диджей, платья, организаторы из специального агентства, гости в дорогих платьях и стильных дизайнерских костюмах. Ну, просто какой-то королевский банкет. Вот только гостям не больше 16. А заплатить за подобное действо каждый родитель готов в меру своих возможностей. Ну, например, то, что вы видите, стоит около 15 тысяч долларов. А вот сколько времени к нему готовились, спросим у самой героини торжества. Мне сказали, что здесь к 15-летию готовятся чуть ли не с рождения, и заказывают и рестораны, и платья. Так и есть. Я сколько себя помню, представляла этот день. Но у меня на организацию ушло всего 3 месяца. Зато одна моя подруга готовилась 1,5 года. Выбирала ресторан, угощения, разные платья. А скажи мне, а дорогое платье это, кстати? По цене среднее – 19 тысяч песо. Но у меня есть еще одно. Я переоденусь, когда начнутся танцы. А, я поняла. Скажи мне, ты приглашала всех своих подружек или кого-то ты не приглашала? Конечно, всех. Но, к сожалению, сейчас каникулы, многих нет в городе, поэтому сегодня даже больше 200 гостей не наберется. У моей дочери на дне рождения было почти 1500 гостей, но ей этого показалось мало, хотя праздник тогда удался на славу. До скольки вы можете веселиться? У вас есть какое-то время, что в 12 вы заканчиваете вечеринку? Ну нет, что ты, сегодня до 6 утра точно будем гулять. О, ничего себе! Несмотря на пышные вечеринки с красными дорожками, в школьное время местные подростки выглядят как все нормальные подростки. Начиная с младшей школы, аргентинские дети не обязаны придерживаться каких-то особых правил касательно внешнего вида. У нас в школе можно краситься и одеваться как хочешь. Вот видите, как я одета. Можете назвать это моей сегодняшней школьной формой. С другой стороны, если говорить о государственных школах, куда уж там обязывать родителей платить за форму? Эти школы финансируются настолько плохо, что денег не всегда хватает даже на туалетную бумагу. В государственных школах часто создаются фонды, куда родители сами собирают деньги, а потом решают, что необходимо приобрести для школы. У нас в частной школе, конечно, такой проблемы нет. Стоит частное обучение около $100 в месяц. Государственное же полностью бесплатное. Обязательным образование в Аргентине является с 6 до 14 лет. Дальше каждый сам себе хозяин. Хочешь – иди учиться дальше. Хочешь – иди зарабатывай. Хочешь – иди гуляй. А хочешь – иди гуляй с собакой и зарабатывай на этом. Если вы думаете, что это шутка, то нет. Здесь настолько серьезно, что есть даже свой профсоюз с официальным главой и высокой должностью. Выгульщик собак, а именно так мы себя и называем. Это очень важная профессия для Буэнос-Айреса, ведь собака живет чуть ли не в каждом втором доме. Сейчас в Аргентине работает примерно 80 тысяч выгульщиков, а устроиться к ним совсем не сложно. Достаточно просто любить собак и уметь рано вставать. Дальше подаешь объявление в соцсети и поверь, от желающих отбоя не будет, как у моей знакомой Эмми. Эми, hello, привет. Привет, привет, боже, ты уже... Привет, я обожаю мокрые лапы, грязные. Именно сразу, ко мне, молодец. Ты со скольки ты уже работаешь? Сегодня с 6 утра. Ого, так рано. Ну, идем, я погуляю с вами тоже сегодня. Ой, слушай, это сколько у тебя собак?
8, и еще столько же сейчас надо собрать. То есть ты приходишь просто к людям, у вас договоренность есть, да? Приходишь в определенное время, забираешь собаку и идешь с ней гулять, да? Именно так. Согласовываю график с теми хозяевами, которые будут дома, а если кого-то не будет, то захожу и забираю сама. Это у тебя ключи от домов собак? Видали? У меня есть ключи от всех квартир. Но утром обычно хозяева есть, а вот в обед, когда я возвращаю собак, уже все на работе, и я захожу сама. Выгульщики обычно работают с одними и теми же собаками десятками лет. Поэтому хозяева доверяют нам, как членам своей семьи, и без проблем отдают копии ключей от своего дома. А у тебя есть с собой пакетики, если вдруг они покакают? Жанна, я уже 20 лет собак выгуливаю. Нет у меня никакого пакетика. У меня мешок. А, так у тебя такой нормальный пакетик, я тебе хочу сказать. Вообще-то об этом у нас даже никакого закона нет. Если кто-то не уберет за своей собакой, то полиция на это даже не обратит внимания. Просто принято убирать и все. Мне кажется, это часть нашей ответственности. Эми, слушай, ну вообще это круто выгуливать собак. 20 лет. Я начала этим заниматься, потому что не было другой работы. Но сейчас я вполне себе хорошо зарабатываю. В месяц получается где-то 40 тысяч песо. А это не меньше, чем у среднего офисного работника. Зато куда приятнее. Ну, судя по тому, что мы с Эми стоим с нашими собаками, а вокруг ходят еще выгульщики собак, в Аргентине все люди любят или спать, или работать, но только по утрам не гулять с собаками. Прям как я. Планируете поездку в Южную Америку? Я вам рекомендую проект авторских путешествий Николая Николаева «Буэнос Турс». Это профессиональный организатор уникальных путешествий. С ним вы увидите самые яркие регионы гигантской Аргентины всего за 2 недели. Отправитесь в поход по высокогорным Андам и побываете в сердце амазонских джунглей. Поверьте, вы не просто пройдете по маршруту, вы его проживете. А еще многие в Аргентине очень любят учиться, особенно в вузах. И ни выгул собак, ни работа этому никак не мешает. Впрочем, получать высшее образование здесь вообще ничего не мешает. Обучение в государственных университетах полностью бесплатное. А чтобы поступить, достаточно принести школьный аттестат, так как вступительные экзамены считаются дискриминацией. После поступления студенты должны за первый год сдать всего 6 экзаменов по базовым предметам. Ну, как должны? Предполагается, что сдадут. Потому что если за год не получилось, то никто их никуда не отчислит. Ведь эти 6 предметов можно сдавать и 2 года, а можно и 3. Обычно в Аргентине студентов не выгоняют за неуспеваемость. Если у тебя несколько лет что-то не получается, то можно легко перевестись на другую специальность или вообще в другой вуз. С одной стороны, эта система странная, но с другой, диплом в итоге получают только те, кто в совершенстве освоил профессию. Система высшего образования так устроена еще и для того, чтобы студенты могли одновременно с обучением работать. Ведь аргентинцам приходится постоянно работать, так как постоянно надо больше денег. Вы наверняка сейчас улыбнулись и подумали, что всем постоянно надо больше денег. Но в Аргентине другая история, которая называется постоянная инфляция. Вот, например, если заглянуть в супермаркет просто через дорогу от университета, то можно увидеть, что литр молока стоит 52 песо. А всего год назад был в 2 раза дешевле. А 2 года назад в 3 раза дешевле, а 4 года назад. В общем, эта грустная стабильность продолжается аж с 2001 года. Цены в Аргентине растут так быстро и неожиданно, что порой, выйдя из супермаркета и увидев чек, человек может получить нервный срыв. Однако с такой проблемой местные уже давно и легко научились справляться. Но есть один минус. Их метод тоже требует денег. Хорошо, так, Аня, такое скрипучее.
Вот так. Нет. Вот так. Нет. Не думайте, что я сошла с ума, просто я думаю, что именно так начинается прием у психолога. Нервничаю прям. Теоретически Буэнос-Айрес должен быть самым уравновешенным городом в мире, ведь здесь самая большая концентрация психологов на душу населения. Конечно, статистика это неофициальная, но практически у каждого, с кем я здесь общалась, оказывается, есть свой психолог. Лично я давно хожу к психологу, и муж тоже, а детей водим с 3 лет. Я думаю, посещение психолога – это обязательно для душевного равновесия каждого человека. Конечно, у меня и у всех моих друзей есть свой психолог. Я пока не могу позволить себе личного психолога, но хорошо, что у нас есть школьный специалист. Пока хожу к нему, но когда вырасту, у меня обязательно будет свой доктор, как у мамы. Причин, по которым все местные так любят кабинет психолога, я нашла 2. Первую мне озвучил тот единственный человек, который услугами подобного специалиста не пользуется вообще. Я думаю, это банально модно. Если у всех соседей что-то есть, то и у тебя должно быть. Простая человеческая психология. Уж простите за каламбур. А вторую причину я спрошу у психолога лично. Фернандо, я вот с кем не говорила в Буэнос-Айресе, все люди говорят, что здесь психолог – это самая чуть ли не востребованная профессия. Все к тебе ходят. Это правда? 100%. Услугами психологов здесь пользуются все, от мала до велика. Почему? Я считаю, что причин несколько. Первая – это, конечно, экономический кризис. Ну а вторая то, что в целом аргентинцы очень эмоциональны и чересчур нервничают по мелочам. Например, машину поцарапали или проиграла футбольная команда. Все, человек бежит к психологу. То есть команда проиграла, и он бежит к психологу вместо того, чтобы с соседом, с другом поговорить, обсудить. То есть они приходят к психологу? Аргентинец – страстная натура, что поделаешь? Мы страшно вспыльчивые. Этого не отнять, но зато и успокаиваемся так же быстро. Я думаю, причина в том, что Аргентина – страна иммигрантов. Уж очень много крови в нас смешано. А мне, знаешь, было всегда интересно, а сам психолог кому идет лечиться? Тебе нужен психолог? Конечно, еще как. Я же хоть и специалист, но не робот. Все проблемы клиентов я переживаю вместе с ними, иногда пропускаю через себя, поэтому у меня тоже есть свой психолог, а точнее 2. И я не шучу. На данный момент я не знаю ни одного из своих коллег, кто бы активно искал себе новых пациентов. График плотно забит практически у каждого, вне зависимости от подхода и методики. А есть люди, которые к тебе ходят, потому что это модно, потому что все ходят, его друзья ходят, его подруги ходят, все ходят, и я приду. Честно говоря, да, и таких немало. Но если тебе кажется, что у тебя нет никакой проблемы, а при этом хочется подражать другим, то это само по себе проблема. Бывают пациенты, которые приходят на последние деньги. Оказывается, человеку за квартиру нечем платить, а он пришел к психологу. Может показаться, что это проблема, но нет. Лучше все-таки инвестировать в свое здоровье, чем тратиться на материальные ценности. Подобная инвестиция здесь стоит от 15 до 30 долларов за один прием. Конечно, на эти деньги никакой недвижимости не купить. А если учитывать то, что каждый житель аргентинской столицы мечтает иметь как минимум 2 объекта недвижимости, то и подавно. 2, потому что первый – это дом или квартира, в которой он живет, а второй… Впрочем, пусть они сами все расскажут. Место, где ты будешь похоронен, его выбор и обустройство – это не менее важные вещи, чем отношение к дому, в котором ты живешь сейчас. Поэтому и экономить на склепе не будет ни один аргентинец.
Например, в одном из самых престижных районов Буэнос-Айреса купить себе фамильную гробницу на старом кладбище будет куда дороже, чем квартиру с таким же количеством квадратных метров в этом же районе. Мало того, существуют риэлторы, которые подобной недвижимостью занимаются. Знакомьтесь, вот Эмилио. Он выкупает старые склепы, делает в них ремонты и продает как новые. О, Эмилио, чао! Доброе утро. Боже, какой прекрасный день! Согласись, да? Как у тебя он начался? Да вот, прибирался в склепе. Ты имеешь в виду, что пыль протирал? Что ты имеешь в виду? Да, в том числе. Я, кроме того, что продаю, еще слежу за чьими-то склепами. Где надо, ремонтирую, где просто убираюсь. Что-то вроде домработницы. Угу, я поняла. Вот этот склеп какой-то семейный. А если вот новые какие-то родственники вдруг должны уйти, то все, места нет, получается. Дверь уже не закроется. Что делать? Они должны новый склеп покупать? Если места не осталось, существует только два варианта. Или купить новый, или делать гробницу глубже. Что выгоднее, углубиться или купить новый склеп? Наверное, купить новый. Если углубляться, то это весь ремонт внутри надо переделывать, вызывать специальную технику и так далее. Просто куча работы и денег. А новый склеп такого размера обойдется дешевле. $70. Ого, так это, как жилье практически, да? Это никак. Это и есть жилье. Кроме цены покупки, каждая семья обязана раз в год оплачивать налог в городской бюджет. 1025 песо за 1 квадратный метр склепа. Цена уборки и ухода за ним сюда не включается. Для этого семья нанимает рабочих отдельно. Конечно, это одно из самых известных кладбищ в мире. Оно еще и считается туристической достопримечательностью. Но учитывая финансовый кризис для Аргентины, эти цены никак не назвать райскими. Если, например, вот такой простенький склеп обойдется в $80 тысяч, то вот такой будет стоить больше миллиона. А этот не меньше 5 миллионов. Но даже при этом купить его фактически нереально. Знаешь, мне так и было интересно, никогда в жизни не знала, что есть риэлторы, которые продают склеп и имеют за это свой процент. Но это нормальная профессия, да, и престижная, и очень прибыльная, насколько я понимаю. Это точно выгоднее, чем квартирами торговать. Если двушка вон в том доме стоит $1100, то гробницу здесь можно продать и за $1 миллион. А ведь наш заработок – это проценты. Конечно, здесь, как и везде, такие деньги мало кто может себе позволить. Большинство жителей, несмотря на вышеупомянутые традиции, думают в первую очередь о том, как жить сейчас. И в этом смысле они предпочитают арендовать небольшие квартиры подальше от центра города. Чтобы посмотреть на одну из таких, я пришла в гости к Наде и Джонатану. Привет, проходи. Привет. Надя работает страховым агентом, а Джонатан – электриком. В этой квартире они уже несколько лет и считают, что им с ней очень повезло. Квартира большая у вас? Нет, у нас только вот эта комната, она же кухня и спальня. Вон там вот спальня, да? А вы ее арендуете или купили? Арендуем. Слушай, а это правда, что для того, чтобы снять квартиру в Буэнос-Айресе, нужно иметь какого-то поручителя? Абсолютная правда. Причем поручиться должен тот, у кого в городе есть своя собственная недвижимость. И его не так просто найти, я тебе скажу. Суть этого в том, что если вдруг человек перестал платить арендную плату, то недвижимость поручителя считается залогом. То есть, если мы перестанем платить, то его дом могут попросту забрать. А у вас кто был поручителем вашим? Мой отец. Ну, ясно. То есть, не подводите папу. А это правда, что аренда жилья у вас повышается каждые полгода? Да, раз в полгода к арендной плате прибавляется 15%. Этот пункт риэлторы начали вписывать в контракты из-за постоянной инфляции. С ума сойти. И контракт у вас на сколько заключается? На год, на 2? На 2. А если ты захочешь через год съехать, ты можешь это сделать? Просто скажешь: спасибо, до свидания, я уезжаю. Можешь, но за оставшийся год все равно придется заплатить. Иначе у моего папы заберут недвижимость.
Вот это да, законы, конечно, просто кабальные. Ну да ладно, теперь хочу поговорить на свою любимую тему. А вы давно женаты? Вместе мы уже 6 лет, но еще не женаты. Он просто боится. Чего? Смотрю, она так с укоризненным взглядом на тебя смотрит. Чего боишься? Да ничего я не боюсь. Просто у нас развестись – это та еще проблема. Дороже, чем жениться. Но когда Надя забеременела, мы подписали соглашение. У нас его называют «Союз». А что значит союз подписали? Как понять? Я не могу понять. Это что-то вроде контракта о гражданском браке. Только его разорвать гораздо проще, без суда, трат и дележки собственности. Но на самом деле, если контракту уже 3 года, то это уже считается полноценным браком. А кто у вас вообще в семье зарабатывает деньги? Мужчина или женщина? Оба. К сожалению, в Аргентине, если оба не работают, то семье нереально выжить. Только на еду в месяц мы тратим около 15 тысяч песо. Столько же на аренду квартиры, плюс 5 тысяч коммуналка. Кроме того, 13 тысяч отдаем за частный детсад. Короче, даже нормально откладывать не получается. А ведь, живя в Буэнос-Айресе, всегда хочется подкопить и переехать в район получше. Туда, где безопаснее. То есть на самом деле очень опасно в Буэнос-Айресе. Вечером лучше не выходить, надо закрываться на все замки. Смотря в каком районе, но в целом да. И в последнее время криминала все больше. В трущобах могут и ограбить, и даже убить. Так что ты туда лучше не ходи. Сказано, не сделано. Но как же я могу не пойти в трущобы? Ведь там живут десятки тысяч человек. То есть довольно большая часть Буэнос-Айреса. И живет она в совсем другой реальности, нежели центр города. Хотя погодите, это же он и есть. Жить в Буэнос-Айресе в центре престижно. С одной стороны дороги, а с другой стороны дороги трущобы. Причем другая сторона – это не сбоку, а снизу. Огромная часть Вижьи, а именно так здесь называют бедные районы, находится просто под автострадой. Пока сверху пролетают богатые бизнесмены, сидя в своих блестящих лимузинах, буквально в метре под ними живут люди. Точнее, выживают. Автомобильную эстакаду построили гораздо позже, чем здесь поселились люди. Просто у них над головами. Так как все эти дома считаются незаконными постройками, то тогда никто на нас внимания и не обращал. А ведь здесь живет около 50 тысяч человек. Без школ, детских садов и поликлиник. Принять меня в гости и провести экскурсию по своему дому согласилась коренная жительница района Сусанна, которая любезно сообщила адрес, по которому я должна прийти. Ну, как адрес? Их здесь нет, просто дала описание. Поэтому спустя 20 минут блужданий под автострадой и ориентируясь исключительно по граффити, я, кажется, пришла. Так, подожди, ну вроде бы это здесь? Ну как-то магазин. Не очень похоже на квартиру. О, Сусанна! Привет. Чао! Я подхожу, смотрю, адрес твоего дома, а тут магазин. Это твой магазин? Ну да. Серьезно, это ты продаешь тут, я поняла. А ты у тебя сейчас закрыто, да, обеденный перерыв? Нет, это для безопасности, а магазин круглосуточно работает. А подожди, а как ты продаешь? То есть, если открыто, как вот? Тогда придется открывать двери. Я поняла. Ну, ты меня пустишь? Ну да, конечно, извини. Спасибо. Ой, слушай, так, закрываем быстро, чтобы, не дай бог. Так, все, на ключ. Так, хорошо, это магазин. А дом твой где? Да здесь же. Там? Туда? Сюда? Ну, идем. Короче говоря, дверь, которая обычно в магазинах ведет на склад, здесь ведет просто в спальню к Сусанне. Тут даже сложно сказать, то ли она живет в магазине, то ли магазин – это жилой дом. Ты мне скажи, это там у потолок, это эстакада, там машины ездят, правильно? Да.
О, а как слышно вам? Не трясет вас тут? Я уже привыкла и вообще не замечаю. Зато крыша нигде не течет. Ты спишь как младенец, я поняла. У меня подруга тоже возле трамвайных линий жила, вообще ничего не слышала. Ну, дышать сложно здесь, да? Какой-то воздух такой. У вас нет вентиляции, поэтому, наверное, так сперто. Так, идем дальше. О! Ой! А это что у вас тут? Это у вас вечеринка какая-то или что? Да нет, это моя семья. Здесь только мои дети и внуки. Серьезно? Это сколько же вас? Раз, два, три, четыре. 14 человек? Ты 15... Боже мой, тут живут все? Нет, здесь живет 5, а часть в соседних домах. Но днем все ко мне приходят, потому что много места и большой телевизор. Ты что, если бы все здесь жили, я бы с ума сошла. Я тебя понимаю. Слушай, ну они такие молодцы, тихонечко так сидят. А еще у тебя, то есть у тебя спальня, зал, еще есть что-то у тебя? Еще есть гараж и 2-й этаж. О, у тебя еще и 2-й этаж есть? Идем посмотрим. Как мне рассказала Сусанна, весь ее дом строился постепенно. Точнее сказать, хаотично, как и весь остальной район. Сначала построила 1 комнату, потом заработала на нужное количество кирпича и построила 2-ю просто там, где было место. Потом 3-ю и так далее. По сути, весь этот городок держится на дешевом кирпиче и честном слове. В общем, чтобы зайти в спальню, нужно выйти на улицу. Ага, иду. Господи. Слушай, ну тут свет есть, вы там живете просто в подземелье. Считай, да? Так, что у нас тут? Здесь еще несколько комнат, это мы недавно достроили. Вот одна открыта. Так, новости серьезные какие-то, видишь? Мне нравится, что, знаешь, ничего нет, а телевизор есть всегда. Тут какой-то внук, да? Да. Странное дело, народ вроде бедный, а телевизор работает в пустой комнате. Свет горит почти везде, хотя день на дворе. Экономными их не назовешь. С другой стороны, зарабатывает Сусанна неплохо по местным меркам. Есть прибыль магазина, сдает гараж под разные вечеринки местной молодежи и соседки, которая паркует там свою машину. В общем, заработка получается почти $100 в месяц. Скажи мне, сколько стоят коммунальные услуги? Нисколько, я их вообще не плачу. Газ в баллоне, а электричество подключили к фонарю на дороге. К фонарю на эстакаде? Здесь вообще никто ни за что не платит. Все подключены нелегально. Поэтому правительство собирается нас переселять. Куда вас выселяют? Они построили для нас новые дома недалеко отсюда. Я видела, кстати, новые дома. Они тебя насильно выселят, если даже ты не хочешь? Нет, говорят, что тот, кто хочет, может остаться. Но большинство собирается переезжать. Ну, а ты хочешь? Я нет, это мой дом. Здесь у меня и жизнь, и бизнес, который я менять не собираюсь. Что такое вести бизнес в трущобах, я решила не расспрашивать. И так понятно, что нет здесь никаких проверок налогов и бухгалтерии. Но большинство бизнесменов Буэнос-Айреса, конечно же, ведут вполне легальную деятельность. Чтобы разузнать о ее нюансах, я отправилась к Рикардо, который уже очень давно владеет небольшим баром в старой части города. Но, честно говоря, сразу забыла о цели своего визита. Слушай, как у тебя здесь уютно, потрясающе. Сколько лет этому бару уже у тебя? Бару сегодня ровно 53 года, а мне сегодня 75. Боже мой, аугурий тогда поздравления двойные. Боже, вот это я удачно зашла. Так, слушай, а где же тогда люди? Почему никого нет уже, сколько уже, 8 часов вечера? Так в такую рань у нас никто не собирается. Вечеринка начинается только через 2 часа. А как вы готовите? Вы, смотрю, тут столы раздвинули, да? Это место специально освободили для танцев, да? Конечно, здесь будем танцевать танго. Сюда к тебе приходят пенсионеры, и вы гуляете до утра, или вообще все здесь у тебя гуляют? Приходят все, кто хочет. Но, к сожалению, сейчас настоящее аргентинское танго помнит только старшее поколение. Молодежь понятия не имеет, как его танцевать. Кажется удивительным, но так и есть. Хочешь, сама у них спроси. Нет, я не умею танцевать танго. Нет, я не танцую. Никогда даже не пробовал. Я даже никого из друзей не знаю, кто бы танцевал.
Иногда я слушаю музыку для танго, но не более. Мой дедушка очень хорошо танцует танго, но я нет. Мне больше по душе аргентинский рок. Конечно, здесь уже танцуют все, что хочешь. Мне главное, лишь бы клиенту весело было. Но танго — это моя основная фишка. А вообще, вы умеете танцевать танго? Ну, конечно. О, так может, вы меня научите, потому что я не умею. Я тебя умоляю, что там учиться. Главное в танго — это уметь ходить. Давай руку. И теперь пошли. Вперед, назад. Вокруг себя. Куда? Куда мне крутиться? И вот так до самого утра. А ты говоришь пенсионеры. Ой, слушайте, ну мне кажется, у вас вообще вы так здорово живете, так вот до утра вот это вот пляшете здесь, веселитесь, так вот классно жить на пенсии получается здесь, в Буэнос-Айресе. Лично я счастлив. У меня вся жизнь прошла как одна сплошная вечеринка. Конечно, с точки зрения бизнеса сейчас непросто. Я только налогов отдаю 40% от заработка. Но я с этим баром уже столько властей и дефолтов пережил, что уверен, все равно заработаю достаточно, чтобы моя вечеринка продолжалась. Конечно, Рикардо нельзя назвать типичным пенсионером. Впрочем, обычные аргентинские пенсионеры в большинстве своем хоть и вынуждены продолжать работать, но на жизнь все равно жалуются редко. На пенсию я ушел в 65, как и положено. Пенсионных государство платит мало, всего $150 в месяц. Я периодически подрабатываю, но когда хочу, отдыхаю, иногда с женой путешествую по континенту. В целом, мне моя жизнь нравится. Думаю, так у большинства пенсионеров. К сожалению, счастливая пенсия все-таки не у всех. И причина тому не маленькие выплаты или инфляция, да и вообще не современная власть. Причина – это военная диктатура, которая была в Аргентине с середины 70-х до начала 80-х годов. И это совсем не политическая история, это история человеческая, пройти мимо которой я просто не смогла. Более 40 лет назад на этой площади Майо собрались женщины, у которых забрали их детей и внуков. Сегодня 2020 год, и они продолжают их искать. По указке тогдашних властей тысячи людей просто увезли в неизвестном направлении, а с ними и их детей. Все они бесследно пропали. Чтобы получить хоть какие-то ответы, матери пропавших многие годы каждый четверг собирались на молчаливый протест на этой площади. А когда власть изменилась, создали организацию «Бабушки площади Майя», которая до сих пор занимается поиском пропавших. Я познакомилась с Бускаритой, одной из учредителей этой организации, которая буквально посвятила жизнь попыткам узнать судьбу исчезнувших детей и внуков. Здесь на стене фотографии многих людей, которые пропали. Часть из них мы уже нашли. Вот здесь и моя внучка. Так, подождите, а так вы нашли ее, внучку свою? Ее, да. А как она исчезла? Ее с родителями забрали или украли? Как это произошло? Правду мы узнали спустя много лет. Ее забрали вместе с родителями, когда она была еще 8-месячным младенцем. Их держали в секретной тюрьме. Родители, то есть мою дочь и ее мужа, пытали несколько дней, а потом полковник, который, по сути, их же пытал, забрал мою внучку к себе в семью и вырастил как собственную дочь, так как они с женой не могли иметь детей. А сколько было ей лет, когда вы ее нашли? 21 год. 21 год. Но родителей их вы не нашли? Нет, ни одного. Официально они пропали без вести еще тогда. Но на самом деле их просто убили. Репрессированных людей, таких как моя дочь, были тысячи. Но выжили только наши внуки. 500 человек. А если женщина была беременная, ее отпускали или нет? Их привозили в ту же тюрьму, дожидались родов, а дальше по той же схеме.
Ребенка забирали и отдавали в угодную режиму семью. Детей раздавали просто как котят, и большинство забирали палачи, их же родителей, как и мою внучку. А как она отреагировала на то, когда она узнала, что бабушка ее нашла? Общается с людьми, которые вырастили ее. Она же их считала всю жизнь родителями. Она несколько лет не могла поверить. Она любила того полковника, как отца. У нее было другое имя, но потом все-таки сделала ДНК-тест. Вообще всех виновников той истории уже посадили в тюрьму. А практически все внуки, которых нашли, общаются только со своими биологическими семьями. Ну, это просто невероятная вещь. Даже сложно в нее поверить, что это было относительно, даже недавно. А много вообще детей нашли, которых забрали в тот период времени? Из детей не выжил никто. А из 500 внуков пока нашли только 138 человек. Долго вы посвятили поиску вот этих пропавших детей? — 40 лет. 42, если быть точной. И еще больше 300 не найдено. Силу. Я желаю вам прямо силы, чтобы у вас все получилось. Пожалуй, главное, что я бы отметила в местных жителях, это способность никогда не отчаиваться. Они могут жить в условиях вечной инфляции или полной бедности, работать по 24 часа в сутки или проводить 40 лет в поисках пропавших. Но при этом всегда найдут, как справиться с трудностями и радоваться жизни, пусть иногда и с помощью психолога. Жить в Буэнос-Айресе – это как жить во всех странах Европы, но одновременно. Ведь жизнь в Аргентине похожа на что угодно, но только не на Латинскую Америку. Но главное, что отличает аргентинцев от их соседей – это… Самоуверенность. Любознательность, стрессоустойчивость. А я думаю, это архитектура. В Аргентине лучшее образование. У нас есть аргентинский рок. А еще мы лучше всех жарим стейки. Любовь к своей стране. Аргентинцы – это целый народ, который решил переехать через всю планету просто для того, чтобы жизнь других сделать своей жизнью.